wear you out with it. Не хочу слишком вас утомить ей. All right, now I hope you understand that worldly philosophies have always been hostile to the Christian faith. Я надеюсь, что вы понимаете, что мирские философии всегда были враждебно настроены к христианству. The church is called to stand apart from the world and confront the world with truth. Церковь призвана противостоять миру и обличать его истину. Too many Christians today are trying to adapt the message to fit the world. Слишком много христиан сегодня пытаются каким-то образом адаптировать весть Евангелия для того, чтобы она более соответствовала миру. We study subjects like postmodernism not in order to embrace it or adapt our message to suit it. И поэтому мы тратим время для того, чтобы изучать постмодернизм, не для того, чтобы подкорректировать Евангелие под него. But because it makes the gospel proclamation more effective if we can know exactly what the target is. Но для того, чтобы более эффективно проповедовать Евангелие в том смысле, чтобы знать, что нужно атаковать. But we should understand that the gospel always has stood against every human worldview and every human philosophy. Но мы должны помнить о том, что Евангелие всегда противостояло всяким мировоззрением человеческим и философией. And one of the things we learned by studying the history of philosophy И если, не единственное, какой полезный вывод мы можем сделать для себя, изучая историю философии, is that the secular thought has become progressively more hostile to Christianity as time goes by. это то, что мирская философия все более и более враждебно настроена по отношению к христианству. The world is not warming up to the Christian faith. Мир никаким образом не становится благосклоннее к христианам. And worldly thinking is not becoming more compatible with Christianity. Мирское мышление не становится более пригодным для христианства. And therefore it's harder and harder as time goes by to stand faithfully for the gospel without incurring the wrath of a hostile world. И поэтому со временем все сложнее и сложнее противостоять этому миру и проповедовать Евангелие, не вызывая у него так много ярости. And yet Christians are deceived, frankly, by the drift of modern thinking. К сожалению, христиане порой обольщаются и примыкают к каким-то волнам современных тенденций и идей. From a human perspective, it's easy to see why people would be deceived. И с человеческой точки зрения весьма легко увидеть, почему люди обольщаются. It's hard to imagine a friendlier sounding error that attacks Christianity more directly than postmodernism does. Трудно представить себе какое-то заблуждение, которое было бы с одной стороны дружелюбно настроенным к христианству, но с другой стороны подрывало его авторитет. Postmodernism talks, as we're going to see, about tolerance and charity a lot. Постмодернизм очень много говорит о толерантности и милосердии. But it's a distinctive kind of tolerance that's being advocated. Но эта толерантность, она характерного очень сорта. It's a tolerance that's intolerant of Christianity. Это толерантность, которая нетолерантна к христианству. Now remember, the entire point of view is rooted in the belief that if truth exists out there, we probably can't know it in any certain, true, and absolute sense. Помните, что весь этот взгляд основан на том, что если истина и существует, то мы не можем быть абсолютно уверены в ней. I would call that the central idea of postmodernism. Я считаю, что это является центральной идеей постмодернизма. You can't know truth with certainty. Нельзя знать истину и быть в ней, нельзя быть уверенным в области истины. Now you'll sometimes hear critics say postmodernists don't believe in absolutes. Иногда критики говорят о том, что постмодернисты не верят в абсолюты. And in practical terms, they don't. И, практически говоря, они действительно в них не верят. But no knowledgeable postmodernist would ever tell you that he's sure no absolutes exist. Но ни один думающий постмодернист никогда не скажет вам о том, что он уверен в том, что не существует абсолютов. Because it goes against the grain of postmodern thinking to be so sure about anything. Потому что он тогда будет противоречить себе, потому что мы не можем быть уверены ни в чем. So what the typical postmodernist will say is, I just don't want to be too dogmatic about anything. Поэтому типичный постмодернист говорит, что мы не должны быть догматичными ни в чем. So it begins to sound warm and friendly and tolerant. Поэтому это звучит как бы тепло, дружелюбно, толерантно. But at its heart, it's really an attack on the authority of God's revealed truth. Но по сути это
атака на Божье откровение. Postmodernists say that reality itself is just a subjective perception of each individual mind. Постмодернисты говорят, что реальность сама по себе это субъективное восприятие того, восприятие каждого индивидуума. Objectivity is an illusion. Что нету ничего объективного, что является истиной для всех. And so the postmodernists will say what seems real to you isn't necessarily what seems real to me. Поэтому, если объективность это иллюзия, то то, что реально для тебя, не обязательно должно быть реальным для меня. But the postmodernist expects us to agree up front that we're not going to insist the other person is wrong. Но постмодернист сразу же говорит, что я не буду настаивать на том, что другая точка зрения является неправильной. We can have different perspectives. У нас могут быть разные перспективы. I'll listen to your view and you listen to mine. Я послушаю твою точку зрения, ты послушаешь мою точку зрения. But we're never supposed to say the other view is wrong. Но мы никогда не можем сказать, что другая точка зрения она является ложной. We have to be as tolerant as possible of every other view. Мы должны быть настолько толерантными, насколько нам это возможно по отношению к другим взглядам. And that's why tolerance and diversity have become the primary virtues in Western society. И вот почему толерантность и разнообразие стали основными добродетелями в западной цивилизации. Postmodernism has made tolerance the last remaining moral virtue. Постмодернизм превратил толерантность в самую главную и последнюю добродетель нравственную. Everything else is supposed to be relative and completely flexible. Все остальное относительно и видоизменяемо. And you're never supposed to say someone else's belief system is wrong. И никогда нельзя говорить, что кто-то другой заблуждается. And that's the hallmark of postmodern thinking. Это тоже характерная особенность постмодернизма. Now, I don't know how it is here in Ukraine, but in America, we see this expressed 1,000 ways, even on the evening news. Не знаю, как у вас в Украине, но в Америке постмодернизм как бы вылазит из всего, даже из телевизора вечером по новостям. It's upset our system of justice. Также он влияет на нашу судебную систему. Because American juries suddenly seem unable to find anybody guilty of anything. Потому что жюри, вы знаете, что в Америке здесь, есть суд жюри, поэтому присяжные они не могут прийти к выводу и обвинить никого ни в чем. See, in America, the legal standard you're supposed to reach to find someone guilty is they have to be guilty, and this is the way the law states it. They're guilty beyond a reasonable doubt. В Соединенных Штатах Америки вина человека доказывается каким образом? Есть особенная формулировка, которая называется, что человек виноват, когда его вина доказана вне разумных сомнений. Вне разумных сомнений. Put an ardent postmodernist on a jury, and in his opinion, nothing is beyond a reasonable doubt. Но если постмодернист будет членом судебного заседания и он будет в присяге сидеть, то для него все достойно разумных сомнений. Нет ничего, в чем он не может не сомневаться. And similarly in our universities. И подобным образом даже речь заходит о наших университетах. Everything can be taught with impunity. Как бы все может преподаваться. And nothing can be taught with authority. Но ничто не может как бы преподаваться как истина. Ничто не может преподаваться с авторитетом. And in fact, this is another one of postmodernism's outstanding features. Это еще одна уникальная черта постмодернизма. Postmodernists are suspicious of any claim that is made with certainty or authority. Постмодернисты с подозрением относятся к любому утверждению, которое пропитано уверенностью или пропитано авторитетом. And like I said, postmodernism usually wears a friendly face. И как я сказал, постмодернизм, как правило, надевает приветливую маску. But if you want to make a committed postmodernist really angry, но если вы хотите разозлить постмодерниста, all you have to do is believe something with too much conviction. Вам просто нужно верить и быть уверенным в том, во что вы верите. Postmodernists hate it when someone else is sure about what they believe. Постмодернисты ненавидят, когда видят в другом человеке уверенность в том, во что он верит. That's where their idea of tolerance reaches its limits. А на этом заканчивается терпение в них. Now, all of those things are classic characteristics of postmodern thought.
все это является характерными особенностями постмодернизма. Here are some other ways of saying the same thing differently. Как еще можно это сказать? Postmodernism generally prefers subjectivity over objectivity. В постмодернизме приоритет отдается субъективному, нежели объективному. They prefer ambiguity to clarity. Они предпочитают размытость ясности. Postmodernists are skeptical of logic. Они скептически относятся к логике. They also distrust history. Не доверяют истории. They question every form of dogmatism. И поддают сомнению любую форму догматизма. Now, postmodernists don't make good mathematicians. Из постмодернистов не получится хороших математиков. Postmodernists especially don't like authoritative definitions. Также постмодернистам не нравятся авторитетные определения. If you get into a discussion with a postmodernist and you want to define something clearly, you'll find yourself in trouble. Если вы будете беседовать с постмодернистом и попросите его, пожалуйста, определи этот термин для меня, то возникнет проблема. They will nitpick over every ambiguity. Потому что они очень любят двухсмысленность. They will argue endlessly over every exception to the rule. Они будут постоянно говорить о исключениях из правил. They will point out every supposed paradox that challenges your definition. Они укажут вам на любой парадокс, который бросает сомнение на ваше определение. They'll exploit every generalization you make to try to make it seem absurd. Они будут эксплуатировать любое ваше обобщение, чтобы показать абсурдность ваших идей. If you try to make a dichotomy, they will try to blur the line. Если вы попытаетесь сделать какую-то дихотомию, то они попытаются размыть эту линию, которая разделяет. And all of those are ways the postmodern thought expresses its essential relativism. И таким образом постмодернизм показывает свой основополагающий релятивизм. Because think about this. Задумайтесь. If you start with the notion that reality is perceived differently by everyone, Если мы начнем с того, что реальность познается каждым по-своему. if you think we're not supposed to insist on seeing things alike, Если мы будем настаивать на том, что мы не должны видеть одно и то же, then the very idea of defining something is hostile to that perspective. то сама идея определения как чего-то является враждебной для такого мышления. Here's the bottom line. Итак, Here is a simple, clear way to describe the main characteristic of postmodernism. простой и ясный способ описать главные характеристики постмодернизма. Postmodernism is hostile to every worldview that makes any universal truth claim. Постмодернизм враждебно относится к любому мировоззрению, утверждающему существование абсолютной истины. In fact, it's fair to say that the whole idea of a worldview, a comprehensive philosophy of life, that is as un-postmodern as you can get. Поэтому любое мировоззрение, которое пытается дать ответы на все вопросы жизни, является абсолютно противоположным постмодернизму, потому что в постмодернизме не может быть уверенности. In fact, some experts would define postmodernism this way. Некоторые эксперты дают такое определение постмодернизму. Postmodernism is the belief that no single worldview offers a universally and objectively true perspective on life and reality. Постмодернизм – это система, которая учит тому, что не существует мировоззрения, которое бы дало абсолютный ответ о вопросах жизни и реальности. In other words, postmodernism is a kind of systematic skepticism. Другими словами, постмодернизм – это систематический скептицизм. It's not a constructive way of thinking. Это не конструктивный способ мышления. It's always deconstructive. Он всегда является деконструктивным. And in fact, the postmodern hermeneutic on all of life and literature is known by that technical name. И в принципе подход к герменевтике, подход к жизни в постмодернизме так и называется – деконструкция. Deconstruction. Деконструкция. If you've taken a college course in literature at any point since 1985, you must be familiar with that term deconstruction. Любой человек, который учился в западном
университете, потому что я учился в нашем университете, и у меня специальность литература, я никогда не слышал о деконструкции, пока не как бы столкнулся с этим семинарией. That only applies to the Western part of the world, because I studied here, one of my minor was literature. I never heard of deconstruction until I read Kevin Van Hooser's book. Is that right? Yes, there's no, well, because Ukraine is very far behind in all areas of science and everything. No, so we're strictly modern still. Nothing is close to postmodern. You're not really, you wouldn't be considered Western either, right? Yes, yes, yes. You would be? No, no. You're not. No, You're not, yeah. No, it's not. So, but see, Western Europe is the hotbed of postmodernism. It started there. Right. You can say all that if you like. Yeah, so Ukraine kind of is a wannabe Western Europe. You know, we want to go there, but we're not quite there. We're still holding on to our stuff. Так вот, ну просто он сказал, что если, начиная с 1985 года, вы хотя бы один курс литературы прослушали в высшем учебном заведении, то вы, несомненно, слышали о деконструкции. Я сказал, что это относится только к западным учебным заведениям, потому что я учился в нашем учебном заведении, и как бы моей специальностью является преподавание всемирной литературы. Я никогда не слышал о деконструкции, пока не взял книгу Кевина Ван Хузера. У нас она, кстати, я не знаю зачем, правда, переведена на русский язык. И там очень много говорится о Жаке Деррида и о его деконструкции. Но как бы у нас, я ни разу не встречал ни одного преподавателя, но эти преподаватели, конечно, все были, так сказать, еще одной ногой стоящие в Советском Союзе, поэтому вот так. Конструктивно мыслили. Они мыслили конструктивно, слава богу. So they were constructive. My teachers in my university, even though that they had one foot planted firmly in the Soviet ground, they still thought constructively, not destructively. Now, very good. Very good. This is, by the way, the most important feature of postmodernism. Но, тем не менее, деконструкция является очень важным аспектом постмодернизма. Deconstruction speaks of an approach to handling texts in a way that unravels their objective meaning rather than trying to understand the meaning. Деконструкция заключается в подходе к литературному тексту, который вместо того, чтобы понять его объективное значение, разрушает его объективное значение. And the process of deconstruction involves questioning every assumption. И процесс деконструкции включает в себя подвержение сомнению любого предположения, attacking every inconsistency, атака на любую какую-то непоследовательность, exploiting ambiguity, эксплуатация двусмысленности. And by the way, those things are all fine and good if your goal is to understand. И в принципе здесь нет ничего плохого, если это происходит на пути к пониманию, если вашей целью является понять. But if your only goal is to deconstruct, но если единственная цель это деконструировать, разобрать, this is a dangerous approach to reading texts. Это опасный подход к изучению текста. Because its only possible result is skepticism. Потому что единственным возможным результатом в таком случае является скептицизм. And in fact, that is the whole point of the postmodern exercise. И это фактически является единственным смыслом в постмодернизме. By deconstructing words and meanings, the postmodernist is not trying to express any clear point of view from his own. А когда постмодернист занимается деконструкцией слов и предложений, он не пытается прийти к собственной точке зрения. The goal is not to deny or affirm anything. Он не ставит перед собой цель опровергнуть что-то или же наоборот утвердить. A thoroughgoing postmodernist would never deliberately argue that a given proposition is true or false. Тщательный постмодернист никогда не будет утверждать, что то или иное утверждение либо истинно, либо ложно. That's not the point of the exercise. Это не является смыслом его работы. The goal is to eliminate certainty. Целью его работы является устранить уверенность. Another goal is to question authority. Другая цель это подвергнуть сомнению авторитет. Another goal is to obliterate clarity. Еще одна цель это уничтожить ясность. And above all, they want to undermine the very notion of objectivity. И помимо всего прочего, они хотят подвергнуть сомнению реальность объективности. That is the postmodernist agenda, and I hope you can see how it's hostile to the Christian point of view. И это
в принципе, миссия постмодернизма. Я надеюсь, что вы понимаете, почему постмодернизм так опасен для христианства. Nevertheless, there are Christians today, some even who call themselves evangelical, who advocate the development of a uniquely postmodern version of the Christian faith. Однако же сегодня есть много адвокатов постмодернизма в евангельских кругах, которые пытаются преподнести нам христианство, завернутое в оболочку постмодернизма. Some of the leading Christian periodicals in America have actually championed this goal. И в некоторых популярных христианских периодических изданиях распространяются подобного рода идеи. Our most influential evangelical magazine is Christianity Today. Самый популярный и влиятельный протестантский, или лучше сказать, евангельский журнал, но это газета, называется Christianity Today, Христианство сегодня. And back in November of 2004, they featured an issue where the subject was the emerging church. И в 2004 году они говорили о том, что называется emerging church. Я до сих пор, сколько раз слышу, уже с 2004 года, до сих пор не знаю, как это перевести на русский язык. There's no translation for it in Russian. Ну какие-нибудь хотя бы вариации есть? Ну, само слово emerge означает происходить, как бы. Происходящее? Да, такая, возникающая. Возникающая церковь, да. Вот есть термин, я встречал в русском. Да, но нету какого-то закрепившегося одного термина. The idea, of course, is that this is the version of the church that's just on the horizon. This is the next thing in Christian religion, you know. Ну да, как бы и те сторонники этой церкви говорят о том, что это то, как будет выглядеть, это церковь будущего, это церковь как бы нового поколения, это церковь третьего тысячелетия, как хотите назвать. Also, I'm sure you have influences from emergent religion. Yeah, it's just that we don't have the term for that, so we just say emergent church. So, they featured a cover article titled "The Emergent Mystique." Emerging. Can you write emerging? Yeah. On the whiteboard so they know. Let me erase this. Можно стереть, да? Can I erase it? Yes. And if we're talking about that already, if you could explain the difference between the emerging church and the emergent church. All right, I'll try. Органическое. Но это не должно. What this is a postmodern version of evangelicalism. Значит, вот это появляющаяся или буквально появляющаяся или буквально или возникающая церковь, она является как бы постмодернистским сортом евангельского христианства. They want to present themselves as very forward-thinking and revolutionary. Они позиционируют себя как передовые мыслители и революционеры. And when they began to appear, a lot of the leaders in this movement were keenly interested in postmodernism. И многие из руководителей этого движения, они были заинтересованы в постмодернизме. They're mostly younger Christian leaders. В большинстве своем это молодые, most of them much younger than I am. Руководители намного моложе, чем я. They studied postmodernism at university. Изучали постмодернизм в университете. And they see in the shift in thinking an opportunity for the church to advance itself. И считают, что благодаря этому изменению мышления, мировоззрения человеческого, церковь может воспользоваться этим положительную сторону. But they were saying, in order to do that, evangelicals need to change or adapt or contextualize their message. Но для этого что нужно сделать? Для этого евангельские христиане должны изменить, адаптировать, или я не знаю, слышали ли вы этот термин, очень популярный сейчас в Соединенных Штатах, называется контекстуализация. Now, I've already mentioned that postmodernists don't like
definitions and dichotomies. И я уже говорил вам о том, что постмодернистам не нравятся определения и дихотомии. Because obviously, if everything is subjective and relative, you can't make clear dichotomies. Потому что если все субъективное и относительное, то о какой дихотомии может идти речь? So for postmodernists, every text, every statement, every expression has to have an endless number of possible interpretations. Поэтому для постмодерниста любое выражение, любой текст должен иметь неограниченное количество интерпретаций. In fact, this is just an aside. I don't have time to delve into this fully. К сожалению, нету времени у меня погрузиться в это. But this is one way postmodernism has influenced the secular and academic world. Но как постмодернизм повлиял на мир и мирские учебные заведения? They deny that anything is ever really clear-cut or cut and dried. Они отвергают тот факт, что есть что-то предельно ясное и понятное. And so they've rewritten history and they've turned moral values upside down. Поэтому они переписали историю и перевернули нравственные ценности с ног на голову. So our grandparents, for example, universally considered homosexuality a disorder. Например, в моем поколении прадеды и даже дедушка с бабушкой, ну это поколение, No longer. Now the disorder is homophobia. они считали, что гомосексуализм это неправильно. Теперь наоборот, гомофобия считается чем-то неправильным. То есть, неприязнь к гомосексуалистам. Columbus, who discovered the American continent, is considered one of the greatest villains of history now. Теперь Христофор Колумб, который раньше был героем, стал злодеем. Чего? Why? Индейцев поработил. He likes Christopher Columbus. Yeah, I do too, but he's considered a criminal by postmodernists. Да, он преступник, он злодей у постмодернистов. Because he opened the door to the westernization of North America. Потому что благодаря ему Северная Америка как бы подпала под тлетворное западное влияние. And that sort of cultural imperialism is considered one of the worst negatives by postmodernists. Ага. И такой культурный империализм, когда одна культура навязывает себя другой, это наивысшее зло в постмодернизме. So in their rewriting of history, they take contemporary values and read them back into history. Поэтому они, переписывая историю, берут ценности современные. The good guys become the villains and vice versa. И извращают их. Поэтому герои становятся злодеями и наоборот. The normal understanding of history is thrown out and replaced with stories about minorities and women and politically correct things. Обычное понимание истории, оно как бы уходит на второй план, и история становится исполненной каких-то рассказов о женщинах, о каких-то меньшинствах и так далее. And now, if you apply this sort of hermeneutic to Scripture, you can see the result. И если с такой герменевтикой подходить к изучению Священного Писания, то результат очевиден. When you start by rejecting objective meaning, clarity is immediately the first victim. Когда мы начинаем отвергать существование объективного значения, объективной реальности, то, конечно же, о какой ясности может идти речь. Coherence becomes impossible. Поэтому как бы, понимание, ясное понимание, когерентность You can never come to невозможно. you can never come to a settled understanding of anything. И в таком случае нельзя прийти к какому-то устоявшемуся взгляду. And every point of theology then becomes as flexible as the meaning of any word. И любой богословский пункт становится настолько же гибким, насколько любое значение какого-то двузначного термина. And if you've ruled out definitions, that means nothing can really be clear or settled. И поэтому, если вы говорите о том, что нельзя дать чему-то определение, то как можно тогда говорить о какой-то системе? Precise doctrine then becomes impossible in a postmodern world. В постмодернистском мире невозможно сформулировать доктрину. Now the postmodern Christian says that's okay. Но для христианина-постмодерниста это хорошо. Doctrinal precision isn't even desirable to them. Для них доктрина и точность вообще даже нежелаемы. What they want is a whole new kind of Christianity. Им нужно совсем другое, новое христианство. That is practically the